Мое почтение. Иногда звезды как-то так удачно сходятся, что на колесе в казино выпадает не всякая ерунда, а главный приз. Это вдвойне приятно, когда главным призом недели становится интересная машина. И в этот раз машина действительно интересная. Она не топ для гонок, у нее нет какой-то специфики, как у того же Фута, например. Это просто красивая, приятная и удобная машина, которую с удовольствием можно поставить в гараж и с еще большим удовольствием кататься по сессии. После столь долгого и нехарактерного для меня вступления вы уже понимаете, что речь в видео пойдет о спорткаре Pfister Comet RS. На этой неделе можно выиграть на колесе в казино. В остальное время продается на легендаре за $1 145 000 GTA. В сессии машина не встречается, соответственно и не спавнится. У Comet RS есть младший брат-близнец, Pfister Comet. Если поставить их рядом, вы испытаете синдром Сентинеля. Кроме как по форме ламп в фарах вы не сможете их различить. Ирония состоит в том, что обычный Comet стоит на легендаре всего $100 000 GTA. Да, почти в 11,5 раз меньше, чем Comet RS. В ходе тестов я буду делать отсылки на обычный Comet, чтобы разобраться, стоит ли переплачивать такую разницу, если RS не выпал в казино. Машина в тестах полностью тюнингованная. Готовы? Тогда поехали. Разгон неплохой, но не сказать, что Comet RS начинает резко ускоряться. Хорошая динамика необходима в гонках с большим количеством поворотов и торможений. Подождем результатов по скорости. Достойный результат. Далеко не топ по скорости, но поиграть мускулами можно. Однако напомню, у пари максимальная скорость 211 км в час и разгон заметно динамичнее. Обратите внимание, что у обеих комет скорости одинаковые, но обычный Comet проехал всю тестовую трассу на 1,2 секунды медленнее. А это значит, что у версии RS разгон все же быстрее. Поворачиваемость у RS приятно удивила. Машина слушается руля и не норовит уйти в занос. У обычной Кометы не все так радужно. Управление острее, а при высоких скоростях машина начинает срываться в дрифт. Хорошо для дрифта в сессии, плохо для гонок. Для скоростной машины тормоза хорошие. Напомним, даже в GTA 5 онлайн чем выше скорость, тем больше машина проезжает при торможении. Реализм же, обычный Comet тоже не подводит при торможении. Для спорткара Comet RS по брутновой дороге мчится уверенно без заносов. Скорость ниже, но это нормально. Обычный Comet иногда стоит ловить при рулении. Его склонность к рысканью на скорости заставляет водителя не терять бдительности. Обе Кометы имеют классический задний привод. Это хорошо. Нужно ли комментировать внешний вид? Кто-то начинает считать шейдеры, стыковку текстур, блики. Ребята, одумайтесь. Бросьте эти мажорские заморочки, просто насладитесь шикарным внешним видом машины. В ней нет ничего лишнего, каждый элемент вылизан с похвальным тщанием. Это же Porsche в GTA 5 онлайн. Не надо на нем полигоны высматривать, не надо. К слову, задняя оптика мне нравится больше на Comet RS. На обычном Comet она сделана простовато. Тюнинг присутствует, пожалуй, это единственное, что можно сказать. Опций не очень много, но все же поэкспериментировать есть с чем. Да, я фанат большого выбора опций тюнинга в стиле Бенни. Но в случае с Comet RS много тюнинга и не нужно. Можно ничего не менять и машина все равно будет шикарно смотреться. Цвета можно нанести два. Контрастная покраска тоже может разительно изменить облик машины.
hard when you can have anything. How many cars you got in this garage again? Что остается в сухом остатке? Это хорошая машина, довольно быстрая, с хорошим управлением и тормозами, есть опции тюнинга. При желании можно поучаствовать на ней в гонках, однако результат будет зависеть от выбора машин оппонентами. Если вам позволило выиграть Комет РС на колесе в казино, вы получили отличный автомобиль бесплатно. Владейте, тюнингуйте, наслаждайтесь. А вот если не выиграли и подумываете о покупке, лучше не стоит. Переплатив почти 1 миллион, вы получаете всего лишь чуть переработанную версию обычного Комет. Лучше управляемость, чуть лучше разгон, чуть больше тюнинга. Стоит оно таких денег? Нет, не стоит. Немного подкопив денег, вы можете купить Парию. А Пария и Комет РС все же в разных весовых категориях в гонках. Пария – один из топов для гонок, Комет РС – нет. Вывод такой: если у вас есть $1,5 миллиона в GTA, обратите внимание на Парию. Если нет этих денег, купите обычный Комет, полностью форсируйте его и катайтесь, пока не решитесь на покупку серьезной машины для гонок. Потом отгоните Комет к Бене и переделайте в Комет ретро с кучей тюнинга. Но если у вас денег куры не клюют, то берите ту машину, которая нравится. Этот принцип актуален и для игр, и для реальной жизни. Вот такой получился тест. Сплошная реклама Парии. И нет, Rockstar мне за это не заплатили. А жаль. На этом у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео.